Народ, весь контент, что я не выкладываю на ютубе, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня полноценные гайды на различные классы и спеки, присутствуют видео с полной настройкой интерфейса и аддонов под PvP. Да и в целом на бусте уже скопилось солидное количество видосов различного типа контента. Так что контент на бусте постоянно дополняется, люди подписываются, люди довольны, а сейчас еще и на стримах я начну свои подписки разыгрывать. Поэтому переходи и знакомься с контентом. Ну а сейчас я возвращаюсь к основному видосу. Всем здорово, народ! Наконец-то у меня добрались руки до игры на BloodDK, поэтому сейчас быстренько напомню нам, в чем концепция билда, таланты, символы покажу, и потом посмотрим солоки. Поэтому всем приятного просмотра, погнали смотреть видос! Итак, давайте поговорим про билдачок, и я покажу символы. Значит, смотрите, бегал я в данном билде, и в чем его основное преимущество. У нас присутствует перерождение, соответственно, фиры нам не страшны. При этом в двоечку взят талант Бесконечная Зима, соответственно, повышена сила на 4% и бесплатная заморозка разума, которая не требует сил рун, соответственно, кик будет у нас доступен всегда. Это супер приятно. И чем данный билд отличается от большинства билдов, когда, в принципе, за BloodDK бегают? Я никогда не видел, чтобы выкачивали болезнетворность в тройку. Соответственно, почему я это делаю? Это не гарант того, что наши дотки будут вечно на цели висеть, но в любом случае какое-то время мы выиграем, поскольку есть немаленький шанс в 30%, что наши дотки за один диспел не снимутся. Соответственно, когда вы играете на BloodDK, самая главная проблема, что ваши дотки могут просто диспелить любые диспеллеры соответственно. А с данным талантом немножко времени выигрывается, и уже посложнее будет лекарям, ну в основном лекарям, этим делом заниматься. Но если вам данный талант не нравится, можете просто отказаться от 3 этих поинтов и закинуть, например, в Повелителя Рун Смерти. Тоже вполне себе играбельная сборочка, просто немного по-другому. В любом случае, подробный гайд на BloodDK я уже записывал, и там я подробно разбирал несколько билдов. Кстати, если вас это интересует, переходите, смотрите, там у меня и про статы рассказаны, и про шмотки, в общем, в целом про Блада я рассказал. А вот по символам все максимально просто и безвариативно в данном случае. Мы всегда себе берем символ удара в сердце, поскольку нам нужно замедлять противников, а у нас больше нету таланта осквернения. Наша лужа с удара чумы больше не появляется на полу, соответственно, нужно как-то замедлять таргеты, при этом, чтобы это были не оковы, то есть не магическим эффектом, который также может быть задиспарен. Поэтому обязательно символ раз. Второй большой символ — это символ удара смерти, который позволяет нам эффективнее пользоваться тем самым ударом смерти. Постоянно будем его использовать в любом случае. Малые символы тоже обязательны, только 2 символа. Первый — это символ на кровоотвод, чтобы он нас не дамажил, и символ объятий смерти. Он позволяет нам хилиться эффективнее. Когда мы нажимаем перерождение и начинаем сами в себя закидывать кайлы, с данным малым символом они будут нам регенить 20 сил рун после нажатия. То есть он стоит как бы столько же, типа 40, но после нажатия 20 регенит обратно. Соответственно, цена по сути в 2 раза дешевле. И вот третий символ малый уже можете брать какой хотите, можете вообще не использовать. Я бегаю с символом воскрешения мертвых, чтобы с собой постоянно прах не таскать и в любом моменте призывать вурдалака была возможность. Можно взять символ на Зимний Горн, ну, в общем, любые. Малый символ третий для ДК ничего не делает. Вот такая вот суета, народ, касаемо билда. Ну а теперь переходим к самому вкусному, к солокам, погнали. Быстренькая вставка. Я сейчас очень много стримлю на Твиче, и все анонсы у меня в группе в Телеграм-канале. Также и дополнительный контент там можно найти, поэтому переходи, подписывайся на Твич, на телегу, все, погнали дальше. Итак, понеслась, народ, душа в рай. В общем, смотрите, солоки эти я отыгрывал после долгого перерыва, поэтому будут, конечно же, ошибки. Вот в данной солоке я даже себе аддон, видите, правильно не настроил. Плейтбафс немножечко забагался. Но это даже хорошо, потому что все ошибки я буду комментировать, разбирать, и вы их уже допускать не будете в своей очереди. Соответственно, данная солока как играется? 3 ДД против 3 ДД. Под немоту меня пытались пробить. Но благо я BloodDK, и у них не получилось меня ваншотнуть. Когда немота закончилась, я инста поднял себе просто фулл хп. И здесь, на самом деле, грамотно то, что я начал бой, в принципе, уже в стойке льда. Изначально я в стойке анхолика не выбегал. Я понимал, что я пойду вперед, поскольку это сетап 3 ДД, я должен создавать стенку. Это и вышло. Я впитал в себя очень много дэмэджа, выиграл время. В это время моих союзников никто не трогал, и они уже раздали стиля, соответственно, в свою очередь. Но убирает у меня все равно Варлок, потому что, ну, слишком он открыто вышел, ему нельзя выходить из-за колонны вообще. Но мы добиваем Ражского Арканмага, что тоже, конечно, для нас хорошо и не может не радовать. Посмотрим по итогу, к чему приведет данная катка. Я не спешу выходить из стойки льда, понимаю, что лучше уж хпшечку себе засейвить. Самое главное — это не умереть. И под зеленкой просто критуем Вражского Анхолика. Это не проблема, мы физикой очень больно дамажим, и в этом, конечно же, плюс Блада. Один из плюсов Блада. Вторая котеечка, народ, не закончил мысль. Огромный физический дэмэдж и огромный захил, соответственно, тоже может быть. И вот это вот 2 основных плюса BloodDK. Хил
и физический дэмэдж. Следующая солока. Играем против баланс друида, охотника стрельбы и ДЦ приста. Планирую играть именно здесь по друиду, потому что не хочется баланс оставлять на фрикасте. У ханта слишком много сейвов. Он дважды может от нас убежать, дважды может засейвиться, и как будто бы убивать его слишком долго. Вообще, играя за Блада, как будто бы хочется упарываться максимально в ДЦ приста. Хорошая немота от моего сейчас ханта залетает по ДТшнику. Практически убиваем совуха. Я здесь тринкую паралич, потому что вынужден. Кикаю каст, соответственно, ДЦшнику, но ловлю смерч фуловый, и поэтому пробить именно до смерти баланс друида не получается, но ничего, игра еще не закончилась. Гриппаю к себе поближе баланса, чтобы опять же под ханта его вывести. Он выкидывает моего союзника нафиг с платформы, и поэтому время у нас сейчас будет ограничено, скажем так. Но смотри, какие крытушки солидные залетают. Конечно же, в идеале не ловить руты зеленкой, их доджить, но очень хорошо, опять же, под вторую немоту нашего ханта мы заезжаем по вражескому балансу и уже до победной его скручиваем. Люблю, короче, играть с хантами за Блад ДК конкретно. Вот за Анхолика уже не кайф играть с хантом, потому что ты своими дотками постоянно мешаешь ему трапу раскидывать, и ты уже не можешь так вальяжно и свободно их на всех распространять. В общем, так сказать, издержки профессии. А вот за Бладача с хантом играть, конечно, максимально комфортно. Третья котеечка. Я договорился снова, кстати, с хантом в одной теме играть именно по вражескому престу здесь, сейчас. И вот почему за Блада вообще хочется играть по вражескому лекарю, спросишь ты меня. А я тебе отвечу. А потому что мы выигрываем тогда по времени. Здесь, кстати, моя немота улетела в сопротивление по престу, но благо мой, соответственно, хант-напарник выдал в это же время немоту, и по итогу мы чуть-чуть времени все-таки выиграли. Все-таки немота была. Кикаем каст под конец, не даем захилиться. И какая критушечка на 6700 залетает от пожинания, умирает вражеский ДЦ-прист. Заканчиваю мысль. Почему хочется играть вот таким вот образом по вражеским лекарям? По крайней мере, если это прист, ну то вообще 100%. Потому что мы выигрываем время в том плане, что мы накидываем пару доток на вражеского приста, и он уже не может их диспелить. Если он будет заниматься диспелом, он не сможет себя хилить. А если он не сможет себя хилить, он просто лицо за секунду потеряет. Соответственно, у него просто выбор встает. Либо хилиться, либо диспелить дотки. И он уже не может это делать одновременно, понимаете? Соответственно, все дотки висят на вражеских лекарях, когда они играют против вас, и если вы в них упарываетесь. А значит, ваш дэмэдж никак не срезается, и, соответственно, по итогу получается очень даже солидно выдать дамаги. И именно поэтому, начиная с вот прошлой катки, я со своими дамагерами договаривался. Давай все-таки играть по лекарям. В любом случае, очень много престов. Это прям такой, знаете, самый частый лекарь, которого вы встретите. Поэтому, вот, не знаю, комфортно играть по престам. Данный прист вообще, смотри, сразу зубы нажал и решил спрыгнуть нахрен туда с платформы. Все, мы за ним не идем. Так сильно упарываться не нужно, конечно же, зачем? Когда у тебя вот два дамагера прямо перед лицом, да, понятно. Вот он нажал божественный гимн сейчас на престе, выигрывает время, хилит типа разбойника, но этого не хватит. Этого не хватит, он слишком плохо все сделал. Он зубы потратил на себя в самом начале, то есть можно просто после этого свапать таргеты и бить другие. Так он еще и вниз спрыгнул с моста, чтобы у него не было потом возможности, своего тиммейта подсейвить. Вот так вот. Сейчас, кстати, немота в сопротивление не улетела, за немоту прист умер. Еще одна котеечка, начинаю прямо сразу с боя. Тут нажал перерождение, потому что понимал, что там разбойник в противниках, не хотел ловить сап. Пока перерождение действовало, пошел подальше, соответственно, кину туда лужу. И, кстати, это сетап 3 ДДшников снова. Против нас Элем Шаман, Армсвоен и Саброга. Накидываю на вражеского Армса, соответственно, сейчас свою кровавую метку, чтобы он моего Мункина не убил, не пробил. Гриппаю к себе Лема под немотой. Но вот в чем беда случилась. Пока он летел в моем гриппе, его застанил разбойник, кинул чипшот, вы видели. Из-за этого он забагался, остановился на месте и не долетел до меня. А потом, когда стан закончился, он вроде пролетел дальше. Короче, это все еще вот так вот рывками происходит, поэтому ни хрена непонятно, в чем конкретно причина бага. Но в любом случае это не так, как должно быть по итогу. Работает точно не так, как должно. В любом случае, победная каточка, последний выживший, нормально. И ластецкая солока на сегодня снова с хантом в одной теме, снова против нас ДЦ Прист. В этот раз у них уже более такой, знаете, упоротый сетап в этом плане. Ретрик плюс Армсвоен могут очень больно сделать. Гриппы к себе приста поближе. Соответственно, перерождением снимаю фир приста, даю ему немоту, и он снова прыгает под мост. Снова та же ошибка, снова мы сейчас просто должны заберстить какого-то второго вражеского дамагера. Очевидно, это должен быть не паладин, потому что есть баблы, есть сейвы, но в любом случае просто вара стерли за секунду, туда же отправляется и прист. Вот вы пугаете пристов своим просто напором огромным. Они прыгают под мост, и вся команда их разваливается. Вот и все, пользуйтесь.